Когда у Люды начались роды, Василий был в очередном рейсе. Через пару дней, не заезжая домой, он сразу же поехал в роддом. Но там ему сообщили, что его жена написала отказ от новорожденных мальчишек-двойняшек. Сказала, что ей и старшие-то не нужны, а тут еще двое. И ушла. Василий хоть и сомневался, его ли это дети, но тут разозлился не на шутку. Людмила все границы переступила. Примчавшись домой, жену он уже не застал. Она собрала вещи, оставила старших трехлетних двойняшек, Антошку и Андрея, у старенькой бабушки Василия и уехала. Вася не знал, что и делать. У него из родни одна бабушка Вера осталась, и та старенькая. Мама не дожила до его свадьбы, а отца он никогда и не знал. Если бы мама была жива, то ни за что не допустила бы Люду и близко к сыну. Хотя в той ситуации у него и выбора не было. Люда была для него мимолетным увлечением, и когда он собирался ей сказать, что им не по пути, она показала ему тест на беременность. Бабушка говорила, что ему не обязательно жениться, а можно просто содержать детей. Но такого он допустить не мог. Решил, что любовь появится потом. Любовь не появилась, зато появились еще двойняшки. И теперь надо было думать, что делать дальше. Детей в детдом отправлять было стыдно, на бабушку их оставлять нельзя. Тогда прислушался он к совету товарища соседку нанять, за детьми ухаживать. Работал Вася дальнобойщиком на своем грузовике, зарабатывал хорошо, так что на няньку денег хватало. Вот и постучал утром Василий в соседский дом. Марина, 19-летняя скромная девушка, долго не решалась взяться за такое серьезное дело, хоть и работала в детском саду нянечкой. Но все ж уговорила ее Вася. Марина уволилась с работы, они вдвоем забрали детей из роддома, и она поселилась в доме соседа, потому что за детьми нужно было постоянно присматривать и ухаживать. Из Васи папа был никудышний, ни искупать, ни подгузник заменить не мог, да особо и не рвался, оправдывался тем, что он работяга, а не воспитатель. Трудно было Марине, двое грудничков, Дениска и Димочка, да двое трехлетних малышей требовали постоянного внимания. Хорошо, хоть младшие спокойные родились, покушают смеси, да и сопят в кроватке, в пеленки замотанные. Марина успевала еще и книжки специальные читать, училась массаж делать, всякие упражнения для нормального развития мальчишек. Наталья, местная медсестра, заходила, подсказывала ей, как кормить и ухаживать за ними. Первое время очень тяжело было Марине, даже отказаться хотела, боялась, что не справится, что-нибудь не так сделает, но со временем привыкла к малышам, даже полюбила их как своих родных. Василий между рейсами долго дома не задерживался, но это время они были все вместе. Он, она и 4 мальчишек, 2 шумных веселых сорванцов и 2 щекастых карапузиков. Им было очень уютно всем вместе, было о чем поговорить. Они вместе планировали покупку одежды для ребят, гурьбой валялись на диване, хохоча и подбрасывая по очереди малышей. И однажды как-то так получилось, что проснулись утром Василий и Марина в одной постели. А через неделю подали заявление в ЗАГС. К этому времени Вася уже и развод оформил, и Люду родительских прав лишил. Никого не слушала Марина, ни родителей, ни подружек, что не пара он ей, что пользуется ею, а не любит, что с Людой образцовой семьи у них не было, а с Маришкой неизвестно, как себя поведет. Любила она мальчишек очень сильно, да и Вася ей нравился, верила, что нужна ему, значит, ценить и любить будет, и не сбежит уж от своих 4 детей-то. Свадьбу сыграли скромную, в узком кругу, без свадебного платья и фаты. Василий сказал, что все это ни к чему, а Марина постеснялась настаивать.
хоть всегда мечтала о скромной, но свадьбе. А какая девушка не мечтает о белом платье? Но это ж не главное. Повторяла она себе и сама начинала в это верить. Главное, чтоб жили хорошо. А хорошо жить-то и не получилось. Василий действительно оказался далеко не лучшим мужем. Дома по хозяйству с детьми помогать практически перестал. Мол, в рейсах устаю, дайте хоть дома отдохнуть. Любил рюмочку другую пропустить. И тогда от него лучше было держаться подальше, чтобы не выслушивать претензии в свой адрес. Уезжать стал все чаще. Дома времени проводить все меньше. Да и денег особо не давал. На памперсы и фрукты выпрашивать приходилось. А о покупках одежды вместе теперь вообще не говорили. Да и планов на будущее тоже не строили. Если Марина начинала что-то высказывать, он резко обрывал. «Не нравится? Уходи». Но она не могла бросить детей. Она без них уже и жизни не представляла. Дети все ее мамой звали, а она их своими солнышками. Куда она от них уйдет? Так прошло 2 года. И вот однажды Василий, вернувшись из очередного рейса, плотно покушав, присел на диван и подозвал Марину. Был он какой-то еще более холодный, чем раньше. Чувствовала Марина, что ничего хорошего от этого разговора не будет. Присела на стул подальше от него, а Василий начал разговор. «Не буду ходить вокруг да около, скажу прямо. У меня есть женщина в другом поселке. Видимся мы часто, даже чаще, чем с тобой. И у нас скоро будет ребенок. Я собираюсь на ней жениться. Ну а с тобой развестись. Уж извини». Марина застыла, услышав эти жестокие холодные слова. Она не могла поверить, что Вася их действительно произнес. А как же она? А дети? «Я не отдам тебе детей», – прошептала она. «Да и пожалуйста, у меня свой будет». «Свой? А это чьи?» Чуть не задохнулась от возмущения Марина. Как можно вычеркнуть своих 4 детей из жизни? На ее лице застыл ужас и непонимание всего происходящего. Это казалось каким-то абсурдом. Но Василий, несмотря ни на что, спокойно продолжил. «Вот только не надо сейчас мораль читать. Воспитательница нашлась. Сама ж не отдаешь. Мне от тебя только развод нужен». «Хорошо, но только если ты дашь мне согласие на усыновление мальчиков и никогда не скажешь им, что я не родная их мама». «Но и ты пообещай», — ответил Вася, «что ничего плохого про меня сыновьям не будешь говорить. Отца уважать надо». Развелись они быстро и тихо, оформили все документы. Василий все это время дома не появлялся и даже не спрашивал о детях. Мальчикам Марина сказала, что папа уехал на работу в далекую страну строить высокие дома для бедных людей и вернется не скоро. Дом, в котором они жили, продали и купили другой в соседнем районе. Вася не возражал, а Марина не хотела, чтобы кто-то проболтался о том, что мальчики ей не родные. Ведь везде найдутся вездесущие люди, которым больше всех надо, а уж тем более рассказать детям правду о их происхождении. Еще после школы Марина успела закончить курсы парикмахеров и стала стричь на новом месте сначала соседей, а по их рекомендации их знакомых. Затем клиентов стало все больше и больше. Руки у нее были золотые, а душа добрая. Вот и потянулись к ней люди. Зарабатывала она достаточно, на все необходимое для жизни им хватало. От Василия Марина ничего не ждала и не требовала. «Мама, а папа скоро из далекой страны приедет? Он 1 сентября с нами в школу пойдет?» Андрей с Антошкой складывали портфели и делили поровну карандаши и ручки. Они не могли дождаться, когда пойдут в школу. Очень уж не терпелось им показать учительнице, как хорошо они умеют читать и рисовать. Марина убрала портфели повыше,
чтобы Дима с Дениской их не опустошили, и покачала головой. «Нет, мои хорошие, папа не сможет приехать. Ему еще много домиков построить надо». Она старалась много работать, но и оставляла свободное время для мальчишек. Дома уже давно не стригла, открыла небольшую парикмахерскую и взяла в штат еще девушку. Василий не появлялся, не звонил, и Маришка ничего о нем не знала и не хотела знать. Главное, дети рядом. Она очень любила своих мальчиков. Они вместе учились читать, пели, играли в футбол и обливались по утрам холодной водой. По вечерам они садились пить чай и все вместе придумывали сказки. Они получались смешные и добрые. Когда мальчишки засыпали, Марина записывала сказки в толстую тетрадку. Она представляла, как взрослые сыновья однажды прочитают их своим детям, как они будут смеяться и вспоминать эти счастливые вечера. Иван-царевич и серый волк по амбару помели, муки набрали и испекли торт. Иван-царевич сел на коня и повез торт принцессе, а принцесса откусила кусочек и превратилась в маленькую собачку и стала выступать в цирке, а потом ее фокусник расколдовал. И таких историй было много, ведь мальчишкам было интересно переплетать сюжеты разных сказок, а Марина была рада, ведь для того, чтобы что-то новое придумать, они сначала читали то, что придумали еще до них. Прошли годы, выросли сыновья, старшие женились, теперь Марина ждет внуков. Рановато они, конечно, но если любят, то нельзя терять время. Младшие учились в институте. Каждый выходной вся семья собиралась вместе, готовили что-то вкусное, иногда за чаем читали книгу сказок мамы и каждый раз хохотали, как маленькие. Жены у старших замечательные. Марина сразу приняла их как родных, и они отвечали ей уважением. Не лезла она со своими советами, только когда сами просили. А сыновьям всегда наказывала беречь и оберегать любимых. И все было хорошо. И не вспоминала Марина уже ничего из того, что было. Другого мужчины у нее в жизни не было, но она не жалела. Зачем ей еще какой-то чужой мужик, когда вон, своих 4? Тот роковой выходной был еще и днем рождения младших, Димы и Дениса. День выдался очень теплый. Ребята включили во дворе музыку и вынесли из дома большой стол. Невестки колдовали на кухне, мужчины жарили шашлыки. Катя с Юлей, девушки Димы и Дениса, накрывали на стол. Марина стояла, прислонившись к косяку двери, улыбалась и думала о том, какая же она счастливая. Она так задумалась, глядя на своих детей, что не сразу заметила пожилого мужчину, зашедшего в их калитку. В помятой рубашке, явно давно не стиранной, в обвисших спортивных штанах и старых кроссовках на босу ногу, он прошел по двору, по-хозяйски оглядел его и громко заявил: «И чего батьку никто не встречает?» Все замерли, а Марина охнула, с трудом узнав Василия. Тот, пошатываясь, полез обниматься к Диме, потом к Денису, но ребята отшатнулись от пахнувшего старым перегаром незнакомого мужчины. «Маринка, скажи детям, кто я такой. Отца уважать надо. Ты уговор помнишь?» Марина в ужасе смотрела на Василия и не знала, как объяснить сыновьям, что их отец, герой, строивший город для бедных в далекой стране, всего лишь старый пьяница, когда-то бросивший их на произвол судьбы. Все молчали, непонимающе смотрели то на Василия, то на маму. Старшие подошли поближе к младшим братьям. Наконец не выдержал Андрей. «Отца, значит, уважать надо. А где ж ты так долго пропадал, папа? Или ты думаешь, мы ничего до сих пор не поняли? Это маму нашу уважать нужно. Она одна нас вырастила, в люди вывела, жизни научила». «Маму вашу? Да она вам не мать никакая вовсе, а просто нянька».
У Марины потемнело в глазах. Она повернулась и ушла в дом. Зашла в спальню, села на кровать и закрыла лицо руками. Вот и кончилось ее счастье. Она заплакала. Теперь дети ее возненавидят. Закончится ее размеренная и счастливая жизнь. Не будет домашних праздников, никого не будет рядом с ней. И от этих мыслей хотелось не только плакать, но и кричать. Не слышала она, как сыновья выгоняли отца прочь, и теперь он точно никогда не вернется и не переступит порог их дома. Не слышала, как потом ее мальчики что-то делали в соседней комнате и шепотом переговаривались. Дверь в комнату тихо отворилась. Марина подняла мокрое от слез лицо и увидела своих сыновей. Уже не мальчиков, а 4 сильных красивых мужчин. Они стояли обнявшись и, улыбаясь, смотрели на нее. В руках Андрея была их книга сказок. Он подал ее Марине, и она увидела на последней странице запись, сделанную большими буквами. И жили они долго и счастливо, потому что с ними была их мама, самая любимая и самая лучшая на свете. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.